Пиу-пау! Здорово, чумбы! С вами Order Project, и это новости Night City. Вчера, как вам известно, для Киберпанка вышел патч 1.23. Приурочен он, конечно же, разумеется, и, скорее всего, к скорейшему возвращению игры в PlayStation Store. Они все-таки смогли договориться с Sony, но вы это и без меня знаете. Но кому интересно, как игра выглядела до этого патча, переходите по подсказочке, которая всплыла у вас в правом верхнем углу. Ну а теперь вернемся к патчу 1.23. Стала ли игра выглядеть лучше? Исправили ли все баги? Ну, конечно, все вряд ли исправили, так как количество исправлений было не такое большое, как в предыдущий раз на патче 1.2. Ну, собственно, этот патч не называется 1.3, он называется 1.2.3, что уже говорит, что это не супер-пупер большой патч. Но в целом я изменениями доволен. Но о них мы поговорим чуть позже. Точнее, все по порядку. В целом, всех интересует графика. Я не могу судить, изменилась она или нет. Это вот как долбиться машине без водителя в стену, вот серьезно. Это настолько непонятно, это настолько нужно всматриваться в каждый пиксель, чтобы понять, изменилась она или нет. Мне, в принципе, устраивало все и сейчас тоже устраивает. А вот в плане оптимизации игра реально стала лучше, по крайней мере, пока мы играем за Ви, то есть ходим пешком, вообще нет никаких таких прогрузок, все персонажи прогружаются быстро, и вы теперь не встретим мыльных страшных чувачков. Да, и в целом играть стало гораздо комфортнее, что сразу дает представление, почему именно Sony пошли на поводу и решили вернуть Киберпанк в PlayStation Store. Для тех, кто забыл или не знал, Киберпанк вернется 21 июня в PlayStation Store. Ну а теперь хорошая новость для всех тех, кто жаловался CD Projekt по поводу того, что при нажатии меню происходят всякие фризы, лаги и так далее. Всего этого больше нет. Отлично можно заходить в снаряжение, в карту. Ви больше не превращается в непонятного гомункула. Все теперь чики-пуки, вон создание, любое переключение, любое там другое всякое, третье, десятое. Все работает теперь быстро, эффективно, классно. Это прям вот, ну, отлично. В целом, CD Projekt не обманули, и все, что они указали в исправлениях данному патчу, в хотфиксе, если я не ошибаюсь, все это правда. Я все это проверил, и все действительно работает. Правда, вернулись некоторые старые баги. Ну а в плане, кому интересно, как же с прорисовкой во время езды на быстром транспорте, как по мне, я разницы не вижу, все, по-моему, так и было. Вот честно, по-моему, так и было. Но, возможно, стало все-таки лучше, я просто сильно не замечал, но вот видите, фрезы все-таки есть. Но что мы хотели от железа 2013 года? В принципе, все смотрится достойно, и как вы видите, баг, про который я говорил в прошлом видео, его ура! Просто ура! Наконец-то исправили. Правда, появился новый баг. Теперь очень сложно включить вид от третьего лица. Вот вы просто будете нажимать эту кнопку, а она будет вас игнорить. Но я считаю, лучше уж так, чем, как вот вы помните, мерцала одежда VIP на весь экран, и это было вообще дискомфортно, и играть в эту игру не очень-то хотелось. А теперь они сделали все то, о чем я их просил, и в игру играть комфортно. За исключением вот этого вот прикола, когда экран не включился у Калибурна. Надеюсь, на других машинах такого прикола нету, потому что так водить машину невозможно, но мы можем перезайти в машину, и вуаля, все работает. Если честно, такой прикол у меня случился впервые, и, возможно, это из-за того, что я нажимал кучу раз, ну, чтобы поменять вид на третье лицо. Извините, что я формулирую свои мысли, я не люблю писать сценарии. Не потому что мне лень, а потому что я не люблю читать, ну, чтобы у вас было ощущение, что это зачитанный текст, выученный там наизусть, который я вот прям читаю и говорю. Я хочу создать такую частичку домашнего уюта, что мы с вами общаемся, обсуждаем, и это типа круто. Вот.
других слов нету. В целом, патчем я доволен. CD Projekt Red постарались, ну а если вы вдруг нашли какие-то раздражающие баги, которые я просто не заметил за час игры, да, в отличие от предыдущего видео, я поиграл всего лишь час, чтобы сформулировать свое мнение касаемо данного патча. Поэтому, если вы с ним не согласны, опять-таки пишите в комментарии, делитесь видео с друзьями, чтобы они знали, стоит ли игру брать 21 июня, когда она вернется в PlayStation Store, если они такие же собратья, наши консольщики. Но если вы не консольщики, а просто пришли посмотреть, то, надеюсь, вы не потратили зря время. Вот серьезно. Также жмите там на все уведомления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, ребятушки. Всем пока-пока. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы?